После бурных событий предыдущих глав ровер узнает от Черных берегов и Картетии, что остаточная энергия Тринодиана Левиафана по-прежнему загрязняет глубины моря. Хотя сам Левиафан был побежден, эта остаточная энергия достаточно сильна, чтобы искажать целые зоны и провоцировать вспышки Тассетов Раздор. Ваша цель становится ясной – спуститься в глубины и обеспечить безопасность оставшейся энергии Тринодиана, прежде чем она попадет в чужие руки. Ровер отправляется в путешествие, не зная точно, что его ждет, но уверенный в том, что извлечение остатков энергии необходимо для предотвращения дальнейших бедствий. Во время путешествия группа неожиданно перехватывается Фенрика, фигурой, чьи союзы и мотивы становятся все более нестабильными. Фенрика предлагает перемирие, но он утверждает, что у вас с ним есть общий враг – Фракцидус, и предлагает, что совместная работа принесет пользу обеим сторонам. Но ровер отвергает это предложение. Прошлые поступки Фенрика делают сотрудничество невозможным. Фенрика отвечает холодным прагматизмом. Если вы не присоединитесь к нему, то теперь вы препятствие. Он выталкивает ровера с судна в море, обрекая его на утопление. Это первый явный признак того, что рассудок Фенрика полностью помутнился. Возможно, из-за влияния энергии Левиафана, но также и из-за его собственной горечи и отчаяния. Сознание ровера начинает угасать, его из глубин вытаскивает знакомое, но хрупкое существо – Фролова. Фролова тяжело ранена, преследуется орденом и теряет силы. Несмотря на это, она рискует своей жизнью, чтобы спасти ровера. Она раскрывает три важные правды. Фенрика уже обнаружил энергию Тринодиана. Ранее она уже захватила эту энергию, чтобы уберечь эту энергию от него. Она запечатала ее в карманном измерении, известном как потерянное запределье. Однако запечатывание истощило ее силы и едва не стоило ей жизни. Фролова предлагает временный союз. И она и ровер хотят заполучить силу Левиафана. Их мотивы разные, но враг у них один. Ровер с неохотой соглашается. Дуэт отправляется к входу в потерянное запределье, нестабильное царство, созданное благодаря оркестровке Фроловы. Форт, питаемый воспоминаниями, подсознательными видениями и психическими травмами. При входе окружающая среда сразу же начинает искажаться. Тени прошлого мелькают на границах восприятия. Фролова страдает от внезапных навязчивых галлюцинаций, отголосков событий, которые кажутся одновременно личными и чуждыми. Но опасность реальна. Внутри потерянного мира появляются и нападают обычные эхо, недавно инкубированные сконцентрированной остаточной энергии. Они сильнее и агрессивнее, чем обычные эхо, что подтверждает, что влияние Левиафана мутирует это царство. Даже Фролова потрясена. Она признает, что раньше чувствовала диссонансный шепот, но не в такой степени. По мере продвижения вглубь, ровер становится свидетелем тревожных фрагментов воспоминания Фроловой. Благодаря иллюзиям, вызванным оркестровкой, мы узнаем. Фролова проводила эксперименты, пытаясь слить сознание Тассетов Раздора с человеческими душами. Ее исследования были сосредоточены на таинственном артефакте под названием «Драгоценный камень», который, как считается, служит мостом между жизнью и смертью. Она проводила эти эксперименты из-за горя, пытаясь вернуть людей, которых потеряла, и спасти тех, кто погиб от темного прилива. Ей манипулировали обещаниями спасения, возрождения и будущего, в котором никто не должен принимать смерть. Эти иллюзии показывают, что мотивы Фроловой не являются чисто рациональными. Они глубоко эмоциональны, укоренены в горе, вине и ошибочной надежде. Ровер неоднократно сталкивается с ней, призывая отказаться от веры в то, что мертвые могут воскреснуть. Фролова отказывается. Для нее возрождение не иллюзия, а миссия. Это идеологическое расхождение становится одним из центральных конфликтов главы. В самом глубоком слое потерянного запределья дуэт обнаруживает записи и воспоминания, оставленные Фенрика. Они рассказывают более обширную правду. Фенрика находится под сильным влиянием, а может быть даже частично под контролем остатков Тринодиана. Орден стремится преобразовать потерянное запределье в сосуд для подсознательных отпечатков мертвых.
Их цель – воскресить Рагонесси, встроив их сознание в конструкции, подобные эхо, чтобы противостоять таинственной силе, известной как Темный прилив. Фенрико верит, что цель оправдывает средства. Он видит в воскрешении путь к спасению, а не ужас. Но его действия уже дестабилизировали потерянное запределье и его самого. Когда дуэт приближается к запечатанному ядру, содержащему энергию Левиафана, царство резко дестабилизируется. Появляется Фенрико, наполовину в сознании, наполовину поглощенный подсознательными видениями своих предков. Начинается битва. Фенрико борется за ясность ума. В конце концов, он вновь обретает сознание. Настолько, чтобы осознать угрозу, которую представляет собой потерянное запределье, если его оставить открытым. В последнем акте самостоятельности и самопожертвования Фенрико использует последние силы, чтобы навсегда запечатать вход в странствующий рай, лишив Орден возможности использовать это царство в качестве оружия. Непосредственная угроза нейтрализована, но остается вопрос о драгоценном камне. Ровер и Фролова одновременно тянутся к нему, но в решающий момент Фролова выбирает ни победу, ни компромисс. Она отступает, падает в глубину, отказываясь от своих притязаний, но не отказывается от своих идеалов. Драгоценные камни забирают союзники Фроловой, а судьба Фроловой остается неопределенной. После исчезновения Фенрико и краха пространства, Ровер готовится к побегу. Но происходит нечто странное. Фроловая, находясь где-то в глубине пустоты, прикасается к Ликорису, символическому цветку, тесно связанному с памятью и переходом. Потерянное запределье реагирует, изменяясь, складываясь и сливаясь, и Фролова исчезает. Последствия этого глубоки. Потерянное запределье и Фролова, возможно, слились, возможно, она не умерла. Возможно, теперь она и есть царство, или же она заперта в нем. Ее выживание возможно, но ее будущее неизвестно. Ровер покидает рушащееся измерение с большим количеством вопросов, чем ответов. Ловушки снов в тайных садах заканчиваются на ноте неопределенности и нарастающего напряжения. Моральная граница между жизнью и смертью была пересечена и остается открытой для злоупотребления. Темный прилив остается нерешенной и растущей угрозой. Фролова пропала, преобразилась или возродилась каким-то неестественным образом. Амбиции Ордена были лишь частично сорваны. Роль Ровера становится более важной, чем когда-либо. Эта глава переосмысливает всю общую сюжетную линию. Не как борьбу с врагами, а как столкновение с последствиями памяти, травмы и нежелания человечества принять утрату. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал и посмотрите другие видео тоже. Удобнее всего будет зайти в раздел с плейлистами и оттуда смотреть, что вам больше нравится или что больше нужно.